Всем привет! С вами снова канал Супер Арбалет и я ваш покорный слуга Антон. Как вы помните, в прошлом видео мой товарищ и спортсмен Андрей Котов рекламировал устройство для измерения стрел по жесткости, ну и по всему остальному. Устройство называлось PAPS от компании FireNock. Так вот, сегодня я хочу на этом оборудовании показать вам, как же мы производим замеры, как же мы будем настраивать стрелы с помощью данного оборудования. Можете к нам прийти и всегда будете уверены, что ваши стрелы будут настроены на самом высшем уровне. Сегодня мы будем производить замеры трех видов стрел. Первые стрелы это от компании Black Eagle, маркировка PS23. Вторые стрелы это стрелы Victory TAC-23. Эти два вида стрел, они как раз зимние, спортивные. На дистанцию 18 метров их покупают. И еще будут одни стрелы, это от компании Easton Power Flight. Мне просто стало интересно, насколько эти качественные стрелы Easton именно в дешевой линейке. Все-таки постараемся объяснить, чем же дорогие стрелы отличаются от дешевых и реально ли отличие такое существенное. И первое, к чему я хочу приступить, это замер стрелы с завода по длине. Там очень важно есть такие вещи, то есть многие стрелы подрезаются всегда, ну и подгоняются под стрелка. Но бывает так, что стрелки стрелы и не подгоняют. Например, если длинная растяжка, и начинают просто их сразу вклеивать в те трубки, которые приходят с завода. Так вот сейчас я покажу и объясню, что не все трубки, точнее все трубки в комплекте немножечко разные по длине, и сейчас мы это покажем. У нас есть специальная табличка, и у нас есть все стрелы, которые пронумерованы под цифры 1, 2 и 3. Соответственно, будем записывать длину каждой стрелы, будем записывать вес каждой стрелы и остальные все параметры, которые мы будем измерять. Итак, ребят, что мы получили, когда измерили стрелы заводской длины? На полмиллиметра оказалась разница у стрел, например, у Easton Power Flight. Но это нам ни о чем не говорит. То есть завод подразумевает, что вы стрелы будете по-любому резать. Поэтому выбирайте из своего комплекта самую короткую стрелу, подгоняетесь под нее, и, соответственно, вот у вас будут подрезанные стрелы. Если вам нужно еще гораздо больше подрезать, например, не под 77 сантиметров, например, а под 75. Соответственно, режете все стрелы под 75, и чтобы это все было ровненько. Но если вам нужны длиннее стрелы, просто подбираете стрелы, те, которые изначально с завода длиннее, тоже их все подравниваете и погнали. Но делаем вывод, что стрелы, если даже вы хотите их оставить заводской длины, все равно нужно резать под самую короткую стрелу из комплекта. Следующее, что мы сделаем, это замерим вес каждой стрелы. И вот мне самое главное интересно, самая короткая стрела будет самая легкая или нет? Значит, замеры веса мы производим следующим способом. Мы берем древко стрелы, взвешиваем несколько раз, несколько это 5 раз. Соответственно, берем среднее значение. И, соответственно, прогоняю все стрелы по весу и еще раз возвращаюсь, еще раз по 5 раз, перепроверяю. Соответственно, плюс-минус, точнее не плюс-минус, практически все сходится, где-то разница может быть 1/100 грана. То есть настолько несущественно, что, мне кажется, это даже учитывать не стоит. Но, что самое интересное, я заметил. Как я вам и говорил в самом начале, что стрела та, которая короче, она будет точно же легче? Или все-таки это не так? И что мы получаем? Вот, например, стрелы TAC-23. Две стрелы, первая и вторая под номером, у них длина одинаковая, но вес у них разный на 1 грамм. Конечно, несущественно, но все равно разница есть. И, соответственно, стрела та, которая оказалась длиннее, она оказалась такого же веса, как и стрела номер 1. Поэтому, вы знаете, здесь придираться, мне кажется, не стоит. Настолько маленькая разница, грамм, это не грамм, это грамм. Что обращайте, наверное, внимание, на стрелы, те, которые еще и не подрезаны, вообще не стоит. Поэтому, если уж вы будете заморачиваться и подгонять стрелы, и там уже по весу, то, может быть, имеет смысл подобрать группу стрел, которая четко будет соответствовать вашему весу. И, соответственно, будете знать, например, что стрела номер 1, 2, 3 у вас идеально четкого веса, идеально четкой длины и, например, идеального спайна. По группе будет подходить. То вот эти 3 стрелы, мне кажется, и стоит выбрать для стрельбы на результат, а все остальные будут тренировочные. И что самое главное, ребят, меня удивило, это стрелы Victory. У них на упаковке написано, что разброс плюс-минус 0,5 грана. И вот по моим замерам,
получилось ровно в этом коридоре. 0,5 грана. Ну, то есть, как бы, я сначала думал, что это маркетинговый ход, но оказалось реально, ну, то есть, как бы они говорят, вот такой вес. Соответственно, вес и соответствует этому разбросу. Поэтому претензий к ребятам из Victory вообще никаких нету. Что касается стрел Black Eagle. Они меня тоже, в принципе, удивили, но, как бы, но я не удивился. Объясню, почему я так вам говорю. Такую тавтологию. Потому что у нас стрела номер 1 была 812 мм, и вес у нас оказался 252,9 грана. И вот стрела следующая, номер 2 и номер 3, 811,9 мм, и вес у них идеальный. 253,7, номер 2 стрела, и стрела 253,7, номер 3. Ну, то есть все соответствует. И длина как раз здесь вот, была у первой стрелы на 0,02 грамма больше. На 0,02 грана больше. Граны конченые. Короче, стрела номер 1 на 0,02 грана тяжелее, но она и длиннее. Поэтому вопросов к Black Eagle вообще никаких нету. Следующее это Eastern Power Flight. Значит, первая и вторая стрела оказались у нас длиной 777,5 мм. И по весу они чуть-чуть разные. Чуть-чуть разные. То есть у номер 1 стрелы 231,3 грана, а у стрелы номер 2 231,8 грана. Но мне кажется, для этих стрел мы занимаемся полной херней. Ну, то есть эти стрелы, ну, прям в нормальных параметрах. Потому что даже третья стрела, которая 778,1, оказалась весом 230,7 гран. Я еще удивился, то она чуть-чуть длиннее, но она легче оказалась. Блин, как это так, непонятно. Но я так скажу, что разброс в параметрах Victory у Powerflight вполне соответствует. Поэтому поехали дальше, ребят. Я хочу замерить кривизну этих трубок. Все-таки посмотреть, насколько трубка дешевая отличается от дорогой. Правда ли стоит переплачивать за дорогую трубку, или все-таки это брехня полная? Итак, следующий замер мы произведем и посмотрим, насколько ровные стрелы. Изначально мы думали, что это будет субъективное мое мнение, ну то есть как бы я там посмотрю, типа вот ровная, типа там какая-нибудь выдуманная будет шкала. И когда начали это делать, то есть поняли, что это полная бредятина. Ну то есть как бы на мнение одного человека, например, мое, было бы нелогично опираться. И поэтому взяли лазер от станка вот этого PAPS, накинули его на рулетку, и как раз тут что стало самое главное, видно цифры. Ну то есть можно вращать и смотреть, как двигается, в каком коридоре идет движение кривизны вот этой стрелы. Потому что по-любому разница будет чувствоваться между дешевой стрелой и дорогой. И поэтому сейчас сделаем замеры, все запишем, и я вам это расскажу и покажу. Первое, что нужно понимать, чтобы на ролике не попадала наклейка, потому что наклейка наклеенная, соответственно, за счет вот этого стыка, этой наклейки на трубке, может быть погрешность гораздо больше, чем мы предполагаем. Поэтому будем избегать, чтобы наезжала наклейка на ролике. Поэтому поехали. Первые идут Power Flight. И, соответственно, сейчас посмотрим, в каком коридоре у нас разброс. Стрелу мацать не будем, будем за ролик вращать. Но видно, эта стрела уже вообще просто, она просто, блядь, кривая. Она просто вот так вот, хоп, хоп. Просто нужно понять, в каком коридоре она кривая и насколько этот коридор большой. Короче, 39,5, 35,5, вот этот коридор. Но мы будем делать замер кривизны не только с наконечника, но и с хвостовика. Почему? Потому что, блин, это тоже важно. Погнали. (39,5, 35,5). То есть все совпадает и с наконечника, и с хвостовика. То есть одни параметры. Это уже радует. Резонно вопрос мне задать, что за 39, что за 35, типа ты там дурачок, что за цифры какие-то придумал. Смотрите, вот у нас попадает лазер на стрелу, мы его максимально близко подвинули к стреле. Ну, чтобы вот этот коридор у нас был одинаковый. И вот верхняя граница коридора у нас основывается на какой-то цифре, на этой рулетке. Ну, соответственно, вот я смотрю, насколько это двигается, коридор. То есть, смотрите,
что за коридор. То есть вот видно, что у нас двигается вверх-вниз метка. Соответственно, это как раз и показывает коридор кривизны в сантиметрах. Это понятно? Если непонятно, то в комментарии напишите. Может быть, в следующий раз сделаем какие-то другие замеры, другие коридоры. Мы не будем записывать абсолютные величины, мы будем записывать разницу этой величины. То есть нам нужно понимать, насколько вот это луч двигается. И вот как раз разницу движения этого луча мы и будем записывать. Мы сейчас посмотрим на кривизну этой стрелы. Потом я ее немножечко погну. Стрелу это у нас Eastern Power Flight. И вот нужно понять, насколько отличаются хорошие стрелы от плохих. Ну, то есть, как бы вот мы погнем сейчас, да, Power Flight, стрелу, сделаем замеры. И потом мы также погнем более дорогую стрелу. И вот интересно, какие-то показатели будут меняться у дорогой стрелы и у дешевой стрелы. Или все-таки это все будет одинаково. Например, там погнули, и параметр никак не изменился. Взяли стрелу более дорогую, погнули, параметр никак не изменился. То есть кривизна у нас одна и та же. Что, поехали, посмотрим. Произвели замеры с помощью нашего лазера. И получилось, что стрелы Black Eagle самые ровные оказались. У них и с хвоста, и с наконечника отклонение в 1 сантиметр. Значит, потом у нас, соответственно, Victory. Там есть небольшой разброс, но он настолько маленький, там, допустим, хвост единичка, а наконечник двойка, ну, либо наоборот. Сейчас я даже посмотрю. Да, хвост двойка, наоборот, а наконечник единичка. И, конечно, самый трешняк по соотношению с очень ровными стрелами, это, конечно, Power Flight. То есть соотношение там 5 сантиметров, 5 и единичка. Но понятно, что эти стрелы как бы нужны для того, чтобы просто развлекаться, а другие стрелы нужны для того, чтобы можно было попадать белке в глаз на дистанции 18 метров. Но все равно показатель, например, хвост 5, наконечник 5, хвост 3,5, наконечник 2 и хвост 3, наконечник 3. То есть идет на всех стрелах Power Flight был разброс довольно-таки существенный. Вот. Но, блин, с чем сравнивать, да? То есть понятно, что, наверное, по-настоящему это не очень большой разброс. Хотя, когда мы просто прокатываем Power Flight, его видно даже невооруженным глазом, что он кривой. Просто реально. В отличие от стрел, которые сделаны, ну, вот, с показателем 0,01 по кривизне. Ну, резонно вы скажете, типа, чувак, хвост 5, наконечник 5, то есть получается единичка. Но отношение 5 сантиметров вот этой кривизны, оно очень большое. Хоть и с хвоста, и с наконечника кривизна одинаковая, но стрела очень кривая. И, соответственно, 3,5 и 2. То есть между ними разница небольшая, но как сама кривизна очень высокая. Прям вот колоссально высокая, на мой взгляд. Говорят, что карбоновые стрелы не гнутся. Вот интересно было бы проверить. Произвести замеры после стрельбы каждых вот этих стрел, которые у нас здесь есть в наличии. И вот если бы показатели там будут меняться, блин, да, это вообще будет очень удивительно, что типа карбон всегда же должен быть прямой, в отличие от алюминия. Если сравнивать по продажам в магазине, то карбоновые стрелы продаются по соотношению к алюминиевым 90 на 10. Ну, то есть 90% продается карбона и всего лишь 10% продается алюминия. И я думаю, что так это во всем мире, потому что карбоновая стрела все-таки не подвержена изгибу. А алюминий, то есть если ты раз его согнул, в дальнейшем выпрямить его будет невозможно. Смотрите, что самое интересное, ребят. На древках Power Flight написано 7,3 GPI, то есть 7,3 грана на дюйм вес. И вот самое интересное, что у нас не совпало. Данные не совпали. То есть на дюйм отличается 0,2 грана. На всю стрелу аж 7 гран. Так вот вопрос. Сам завод, когда ставит вот эту маркировку, ну то есть получается, что контроль качества проходит какой, что типа в коридоре каком-то, например, 7,3, 7,8, типа это все отлично. Соответственно, все в одну пачку закидывается и отправляется в магазин. И вот не очень понятно, то есть как бы где этот контроль качества у самого Истона. Пока я тут разбирался со стрелами, заметил, что трубка со стороны хвоста именно у Victory оказалась неровная. Что я могу посоветовать? Торцуйте свои стрелы, чтобы все было ровно. Даже если вы обрезали со стороны наконечника. Если у вас трубка пришла заводская со стороны хвостовика, отторцевали. И, соответственно, будет у вас все ровно. Почему это важно? Когда вы вставите хвост, будете делать выстрел, то давление будет на трубку через хвостовик неравномерное.
Это очень важно. Поэтому, ребят, торцовочные вот такие вот машинки, штука очень нужная. У нас достаточно данных, чтобы выявить победителя. Значит, на третье место я отношу стрелы Easton Power Flight. Почему? Потому что эти стрелы очевидно кривые просто невооруженным глазом. Не говоря о том, что они и с хвоста, и с наконечника показались нам кривые на нашей проекции, которую мы вам показали наглядно. Это третье место. Значит, второе место это Victory. Почему? Потому что у них как раз показатель лучше, конечно, чем Power Flight, но не дотягивает до Black Eagle. Почему? Потому что хвостовик и наконечник, у них разница больше. То есть хвостовик 3 и наконечник 3. Вот разница, то, что мы вам показали на проекции в сантиметрах. Поэтому это серединка. И самые лучшие стрелы оказались это Black Eagle. Значит, у них практически все идеально. То есть хвостовик у нас оказался по параметрам единица 1 см и наконечник 1 см. Поэтому разброс там вообще минимальный. И эти стрелы у нас занимают первое место. И то же самое с остальными показателями. Разница в весе у Power Flight самая большая. Соответственно, на втором месте у нас оказались стрелы Victory, VTAC 23, и на первом месте по весу минимальный разброс это у Black Eagle. И длина трубки с завода у нас в принципе оказалось тоже все очевидно и понятно. Третье место у нас Easton Power Flight, самый большой разброс по длине. Потом на втором месте у нас оказались Victory TAC 23, ну и на первом месте у нас Black Eagle. Если вы сомневаетесь, то табличку мы потом приложим, и вы можете ее посмотреть, что мы там на ней нарисовали. Наши данные подтверждаются и ценой. Easton Power Flight стоит в районе $7, Victory TAC 23 в районе $13 и Black Eagle PS23 в районе $14-15. Но, в принципе, между Victory и Black Eagle разброс небольшой. Но и место, соответственно, то же самое. То есть они чуть дешевле и заняли второе место. И самые дорогие PS23 Black Eagle заняли первое место. Ну и, конечно, цена за штуку, ребят, не за комплект. В комплекте 12 штук. Ну, то есть, как бы было бы странно, что Power Flight можно было купить за $7 целый комплект. Я думаю, все бы уже в России этими стрелами торговали бы. Мы ставили сегодня задачу выбрать лучшие стрелы от разных производителей. Сейчас мы брали разные стрелы, но также мы можем взять один комплект стрел. Соответственно, также можем выбрать из этих стрел самые лучшие, составить такую же табличку, как мы сегодня сделали по нашим 3 видам стрел. И вы будете понимать, какая стрела у вас лучше, а какая хуже. Приходите к нам в магазин со своими стрелами, и мы вам тоже все это сделаем. И маленький анонс следующего видео. Мы будем собирать стрелы. Мы будем замерять, точнее мы будем находить спинку, мы будем замерять спайн стрел, мы будем клеить перья, наконечники и так далее и тому подобное. И много чего еще интересного покажем. Поэтому, ребят, подписываемся на наш канал, ставим лайки и ждем наших следующих видосов. До новых встреч!